Мое прошлое видео набрало целых 12 тысяч просмотров. Это самое популярное видео на моем канале. Поэтому я подумал несколько минут и придумал. Придумал. Ого, я покажу новые мастеры персонажей в низкокачественных футажах. Лол. Ну, как вы видите, это сбылось. Прирождение мастерства, или же понятным языком, все мастеры в блокаде 2. Я не буду тянуть вас и начнем. А начнем с самого красивенького и вкусненького. Брауниш. У этого про на 80-м разблокируется всего лишь какой-то скин. Всего лишь какой-то скин. Так, стоп. Серьезно? Вот это за 80-е мастере? Как будто оно вообще не нужно. Не, вы ошибаетесь. У этого скина Брауна чуть-чуть бафнутая ядерка. Всего лишь радиус на всю карту, да и урон на 20 тысяч больше. Подумаешь. Ну, а еще и измененный музон у Оверкилла и у ядерки. Не будем задерживаться на нем, явно вы видели в катках часто. Вот мы элегантно с Брауна перешли на большую ТВ-вумен. В общем, за 80-е мастерство у Афиночки появляется 3 титан на белочку. По факту 3 титан будет хуже по урону, чем ядерка 2.0 Брауна. Но будет хороший, чтобы бить по попе всяких пупсов под названием боссы. Это очень сильно чувствуется на раздетейнером и на ашке-дейшке. Итак, надеюсь, суть вы поняли. Ну а стоит ли ее качать на 80-е? Конечно да, оно стоит того, как и Брауна собственно. Вот, этого бро вы вероятнее всего не видели на обычных публиках. Потому что за трайхардер будет апать клок шефа? Камон, у него единственная способка, которая наносит 20 урона. К сравнению, это на 30 раз хуже, чем удары камероголового. Так еще он не умеет атаковать летающих. Это получается, его максимум можно апать в Крисмасе до 3 волны, а за 3 волны дают меньше, чем пол уровня. Стоп, его еще нужно апать на 80-е мастерство? Мое почтение, низкий поклон тем, у кого есть этот таймлорд. Ладно, не об этом.
Итак, что там делает эта обилка? Ну, уменьшает всем КД на 2 раза. Стопит врагов и наносит 175 урона кулаком. Нужно ли вам это? Нет. Нужно ли это другим? Да. Пожалуй, думаю, закончим с этим таймлордом и перейдем к более чему-то лайтовому. О, спикер карьер. Итак, спикер карьер 1.0. Для него нужно 80 мастерство на любом спикере, не считая элитного и титанов. Что ж, спикер карьер. Этот про пропустил день армады, поэтому он учился только хилу. Ну, кстати, хил у карьера очень хороший даже. Даже могу сказать, что лучше, чем у Клоп Титана. Но только этот кайф работает только на 1 минуту. Поэтому да, лол. Стоит ли прокачивать? Да, оно того стоит. Впрочем, такая же ситуация, как и с Брауном. Но, возможно, вы в катках чаще встречали именно версию карьера, которая накачалась и научилась более крутым мобилкам. Ну и начнем с того, как получить карьер 2.0. Итак, для него нужно любых 3 челикса спикерасы, не включая и элиту, и титанов. Ну и конечно же, чтобы обязательно в этом числе и троих был Dark Speakerman. Вы можете спросить, а кого лучше качнуть на 80-е? Легкий вопрос, честно. Dark Speakerman, Speakerwoman и Speakerman. Вот, что ж. Вот мы кратко познакомились с тем, что нужно для него. А теперь разберем его новые мастерские умения. Хоть он и прокачался, но его самая имбовая и главная пассивка хил все еще напоминает о себе. Это радует. Второе по имбалансу это баф урона всей спикерасы. Да, вы правильно догадываетесь. УТСМ со спикер карьером 2.0 это просто лучший титан. 40 тысяч урона одним залпом. Лично я могу подтвердить это своим опытом. Когда я играл за УТСМ на 85-й волне спикер карьером 2.0, то я почти снес Джимену в соло фазу с шлемом. Вот настолько это имба. Может, что это конец? Нет. К бафу и хилу у него еще есть лазеры, которые наносят в сумме примерно 20 тысяч урона. Не, ну это уж точно перебор. Больше, наверное, не будет. А вот неверно. Он еще пускает один спикер танк, у которого 2000 хп. Так еще он наносит 1250 дамага выстрелом. Вау. Поэтому это уже... Вау. По-моему, это слишком имбово, да? Верно, верно, мои зрители. Теперь главное. А стоит ли качать 3 спикермена на 80-й массе для карьеры 2.0? Ха! Конечно же, да. Это еще лайтовее... Блять. Ха! Конечно же, да. Это еще лайтово в отличие от всей этого расы на сотого. Для вот этого эма. Окей. С карьерами мы закончили. Продолжим с более легкого. О, кстати, умнейшие ученые. Итак, за 25-й мастере у ученого камерамена Меха 2.0. Как фармить этого немощного ученого камерамена? Ну, начнем с того, что этот бро это скуф персонаж. Вы просто-навсего можете купить УКС и стоять в уголке карты и кайфовать. Но я все же рекомендую вам сначала покупать Pulse Rifle, а потом уже УКС. Потому что этот тигроид может багаться и будет стоять на месте и ничего не делать. Ну, впрочем, косплеить вас, если вы пошли по линии скуфа. А что вообще умеет делать Меха 2.0? Ничего, это просто декорация. Шучу, она умеет летать, умеет стрелять из лазеров, а еще... у нее есть пушка.
и клинок. А еще есть рывок, удар рукой, топот и фингербум. Да. Стоит ли качать его на 25 для этого? Нет, лол. Вы же вероятнее всего не будете играть на нем. Да? Да? Вы же играете на гличах и ЕТВ. Ну ладно. Если вы мэйните ученого камерамена, то да. Апайте ему 25 мастер и кайфуйте. Кстати, для Мехи 2.0 нужно сначала купить Меху 1.0. Итак, ну, всем известно, что у него на 25-м мастере появляется танк, а на целом 50-м мастере появляется Хиллер Дрон. Ну, с танком понятно, это мини-птичка, но которая не уходит. А с Хиллер Дроном, ну, хил всего живущего, титанов, нормал персонажей, NPC. Хил средний, типа 1 хп в полсекунды. Нужно ли это апать? Опять же, если вы мейнер, шеф ученого, то конечно да. Дрон имба для своих 500. А еще, кстати, у шефа будет и 4-й дрон, если судить по положению дрона. Так, телевизороголовый. Что мы можем сказать про него? Он бесполезный, как и его саммон за 25-й мастере, ТВ-страйдер. ТВ-страйдер может излучать красное излучение, лазеры, бить ногами. Но это того не стоит, серьезно. Он всегда умирает на волнах с боссами, и у него атаки супер мало наносят дамаг. Да даже после 30 его по КД будут убивать. В общем, мой вердикт, его может апнуть, но только если вы его мейнер. Или вы апаете УЧТВ до 50 за ЕТВ или 100 за УТТВМ. Кстати, наверное, именно для этого его и добавили. Итак, самый забытый персонаж в блокаде. Реально, вы видели, чтоб кто-то играл на анимешнике ТВ-мэне в Эндлесе? Ладно, у него две награды. Первая за 25-е, сменить оружие в ульту режиме. А 50-е это множественные выстрелы из пистолета. Нужно ли это? Ну, конечно, нет. С новой обновой ревоком УТКМа ему доделали мастер до фулла. Теперь на 25-м мастере он, когда инжурит, сможет покупать себе руку. А на 50-м мастере УТКМ может купить себе наплечные пушки в Prime версии. Нужно это. С ревоком УТКМа, что когда у него включено ядро, он теперь не может крутиться на все 360 градусов. То да. Тем более, когда вы станете инжурит версией, вы можете купить Астро руку и продолжить биться. Но честно, ребята, такой вот вам совет. Если у вас хватает 7к, то отдыхайте и заново становитесь УТКМ. Так будет полезнее. В общем, да. Если вы мейнер Титана Камерамена, то вы можете апнуть его на 50-е. Желательно до 80-го. Иначе вы будете бедным. Пец. Вот мы и закончим на таком вот мастере. Если выйдут новые мастеры, то я, конечно же, чекну их и сообщу вам. А с вами был Skibidi. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Всем удачи. Еще увидимся.